Добрый день, друзья! Сегодня четвертая часть наших упражнений по восстановлению кистей пальцев. И сегодня мы поговорим, опять же, о зеркальном тренажере и как работать, соответственно, с плегией и со спастикой. Давайте погрузимся в иллюзии. Итак, зеркальный тренажер. Зеркальный тренажер, а точнее обычное, собственно, зеркало. Обычное зеркало. Значит, давайте сразу по вопросам. Вопросов было много. И сразу скажу, друзья, при травмах костей, при контрактурах пальцев и кисти, именно вот при механических проблемах он не помогает. Зеркальный тренажер основан на так называемых зеркальных мотонейронах, которые мы заставляем работать, чтобы была проекция на парализованную конечность. Можно работать с рукой, можно работать с ногой, но здесь требуется более серьезная конструкция в плане она должна быть большая. А что касается неврологии, при плегии, при отсутствии движений, этот тренажер очень хорош, если с ним правильно работать. При спастическом компоненте, при тонусе с ним тоже можно работать, но чуть-чуть в другом ракурсе. И он тоже будет достаточно эффективным. Пробовали на себе, пробовали на пациентах, работает. Но как любое оборудование, как любой тренажер надо подбирать режимы работы под конкретного человека, под конкретное заболевание, под конкретные проявления этого заболевания. И тогда он будет работать. Потому что машина без человеческого сознания – это просто машина. Поэтому подключаем разум. Итак, значит, особенности. Для того, чтобы это все сработало, зеркало должно быть без искажений. То есть оно должно четко передавать картинку. Оно должно быть достаточно большим. Вот у нас 40×50 это зеркало. И в принципе мы вот к этим размерам пришли таким опытным путем. Очень часто вижу, клеют на коробках маленькое, тоненькое, там узенькое зеркальце и прочее. Нет вот этой иллюзии, которая заставляет перекидывать информацию на пораженную конечность. Поэтому, если делаете, его сделать-то несложно, да, можно взять побольше коробку и побольше зеркало. То есть 40×50 для руки оптимальный размер. Итак, создаем иллюзию. То есть больную руку мы спрятали, грубо говоря, за ширму, за зеркало. Теперь нам надо сделать так, чтобы рука наша, которая отражается, была как бы продолжением нашего тела. Ну вот, грубо говоря, примерно вот так. Примерно, опять же, потому что тренажер повернут на камеру, и, честно говоря, что там происходит, я не вижу. Я вижу только в мониторе все эти вещи. Как я уже говорил, и как говорил мой коллега, который рассказывал, Григорий, вам про этот тренажер, значит, для иллюзий очень важно, чтобы ничего не отличало вашу руку пораженную от вашей здоровой руки. То есть вот у меня на руке кольцо. Я его, разумеется, снимаю и откладываю. Часы, шрамы, татуировки, все это вот заклеивается, да, вот пластырем телесного цвета, вот у меня на большом пальце, там, грубо говоря, пластырь, его практически не видно, если не сакцентировать особо сильно внимание. То есть это надо все заклеивать, убирать и прочее. Для усиления иллюзии, если у вас, допустим, слева стоит, я не знаю, фикус, цветок, что-то такое, к чему
вы привыкли уже подсознательно, да, что если вы сидите за кухонным столом, допустим, сидите за кухонным столом и краем глаза вы всегда видите, что у вас стоит красивый цветочек слева, или там чашечки красивые, там стаканчики, сервиз, там чайник, самовар, все, ну, неважно что, но вы привыкли, что это с вашей, допустим, левой пораженной стороны. Значит, мы вот этот раздражитель, который мы все время видим, мы его быстренько перетаскиваем на отражение в зеркале. На отражение в зеркале. Чтобы мы это видели. Да? Мы будем смотреть в тренажер, мы будем смотреть в зеркало, видеть отражение своей руки. И так как мы будем цеплять в отражении вот этот привычный предмет, который все время стоит с другой стороны, будет складываться полная иллюзия того, что у вас как бы не зеркало, а именно ваша левая, ну или правая рука в отражении. Что это не зеркало, а стекло. И вы смотрите через стекло на свою руку. И она работает. Вот в это надо очень сильно поверить, в это надо погрузиться, и тогда дело пойдет. И тогда дело пойдет. Не думайте, что если у вас пораженная конечность лежит за ширмой, вы смотрите в отражение и думаете, так, ну вот я сейчас вот этой своей здоровой правой рукой сделаю сжимание, разжимание. Нет. Вы просто делаете сжимание, разжимание и убеждаете себя в том, что это работает ваша пораженная конечность. Был вопрос, надо ли пытаться работать пораженной рукой? Надо пробовать. Но, если это связано с тем, что вы максимум усилий прикладываете, чтобы там рука зашевелилась, и вы уже как бы переключаете сознание и думаете, а что же там за зеркалом происходит, это неправильно. Это должно быть автоматически. То есть нужно пытаться ее включать, но не переключать полностью сознание туда. Все сознание у нас на отражении. Все сознание на отражении. Значит, что касается разницы занятий при плегии и при спастике. Ну, здесь все очень логично, все очень просто. Если я говорил вот в прошлом видео, да, что работая с предметами, с плегией нам надо удержать предмет, а со спастикой нам надо отпустить предмет. Здесь у нас, друзья, сохраняется та же история. То есть с плегией у нас доминирующее движение – это хват, это кулак. А доминирующее движение при спастике – это наоборот – разжать пальцы, поподнимать пальцы, поподнимать кисть, поразворачивать. Это все упражнения, понимаете, их не так много, и они как бы одинаковые, что-то греха таить. Но у нас каждая мышца выполняет одно или несколько движений. Но тогда зачем мы для нее будем выдумывать какие-то еще движения, которые ей не характерны? Нам бы эти восстановить. Вот. Поэтому мы выполняем комплекс из небольшого количества упражнений. Но если при плегии мы, например, акцентируем внимание на сжимании, а на разжимании не акцентируем, мы просто разжимаем, чтобы в следующий раз опять сжать, то при спастике в обратную сторону. Весь акцент на ощущение, на понимание того, как происходит разжимание. А сжимание, оно само собой происходит быстро, отвлеченно, чтобы не усугублять спастику на руке, которая за ширмой. Понимаете, да, о чем я говорю? Помимо всего прочего, значит, можно использовать какие-то раздражители. Вот здесь, если вы используете тактильные раздражители, да, там аппликатор Кузнецова, какую-то шуршащую бумажку, какую-то пупырчатую пленку. Это я примеры просто привожу, да. То есть то, что вы хотите почувствовать, если вы хотите заострить свои ощущения, то есть усугубить вот эту иллюзию за стеклом, вот, то, конечно же,
под руку за ширмой вы кладете то же самое, чтобы ощущения были и там одинаковые. Да, если мы хотим пожамкать шершащую бумажку и хотим почувствовать ее, потому что, как правило, все эти шуршащие бумажки, они достаточно жесткие. Хотим почувствовать ее текстуру, ее острые края и услышать вот это шуршание. Это тоже очень важно. То есть зрительные и слуховые анализаторы у нас также работают. То под рукой, которая у нас за ширмой, тоже должна быть эта бумажка, и мы тоже должны ее чувствовать. А слух, он не разбирает, шуршит бумажка под здоровой рукой или под пораженной. То есть шуршание есть, все, в головной мозг пошла информация, что и левая, и правая руки сжимают бумажку, и она шуршит. То же самое с какими-то острыми, игольчатыми, там, пупырчатыми раздражителями. То же самое. Мы все это делаем на две руки. И на одну, и на вторую. Это не отменяет работу с зеркальным тренажером. Не отменяет, друзья мои, подготовки руки. Растянуть, размять, может быть, прерваться, если вы чувствуете, что за ширмой руку уже начинает прям затягивать. И вот это ощущение стянутости, сжатости вас начинает отвлекать от занятий с зеркалом, то, конечно же, мы останавливаем этот процесс, достаем руку, разминаем руку, грубо говоря, растягиваем ее, да, убираем спастику, проглаживаем и потом опять убираем за зеркало, создаем иллюзию, долго туда присматриваемся, пробуем пошевелить, пробуем поделать какие-то движения. Все, поняли, что у нас уже в голове сложился некий образ, и мы начинаем работать. Смотрите, какие-то комплексы здесь, можно подобрать определенное количество стандартных упражнений. Напишите, без проблем, подберу. Но, в принципе, любые движения, которые вы совершаете, если вы как бы погрузились в эту иллюзию, да, вы можете покрутить пальчиками по отдельности, да, покрутить. Вот эта мелкая моторика, о которой мы говорили в прошлый раз. Вы можете вплоть до того, что вставлять в пораженную руку предмет и в здоровую руку предмет, и работать с отпусканием, поворотами предмета, подъемами предмета. Все это вы должны видеть, что это работает. Понимаете? В отражении. Вот. Также, понятно, да, что подъемы, сжимание, разжимание, по одному пальцу работа, от поверхности работа кистью, ротационные движения, даже можно делать сгибание, разгибание в локте, перемещение конечности, удержание и работа по одному пальцу, все пальцы, как угодно можно это делать, понимаете? Это такой важный момент, то есть так как все-таки у нас задействована нервная система, в большинстве случаев задействован головной мозг, поэтому здесь надо эти моменты, все чувствительные сферы, их надо подталкивать, соблюдать и провоцировать. Тогда это будет приносить определенные плоды. Понимаете? Вот сейчас за эту тираду я жестикулировал рукой. Кто поймал себя на мысли, что я работаю двумя руками? Вот. Посмотрите, очень интересно. Я могу сказать, что даже когда я помогал в плане съемок Григорию с зеркальным тренажером, то там на какой-то 10-й минуте, глядя там в монитор камеры, я понял, что действительно, когда он, достал третью руку, я, честно говоря, в первую секунду я себя поймал на мысли, что ой, вот насколько я в это поверил, понимаете? Также и вы должны в это поверить. В это поверить и заниматься. И тогда это будет давать свои плоды. Значит, коротко в тезисах.
коротко в тезисах. Значит, работает и при плегии, и при спастике. При плегии, как и говорили до этого, учимся, делаем акцент на сжимание. При спастике делаем акцент на разжимание, на разворот, на подъем. Вот таким образом работаем. Создаем максимальную иллюзию, то есть фикус, цветок, чашки, все что угодно в отражении в зеркале, чтобы мы привыкли. Упражнение. Что идет в голову, то и делаем. Главное видеть и акцент на в зависимости от характера пареза. При травме, ребят, не работает. Не тратьте время. При травме это массаж, разработка, физиотерапия, стимуляция, прогревание перед разработкой. Интересно будет поговорить про посттравматические контрактуры. Пишите, поговорим. Вот. Про комплекс упражнений сказал. Все, что приходит в голову, все пытаемся делать. И, собственно, вот, пользуясь вот этими нехитрыми, на самом деле, правилами, зеркальный тренажер – эффективная, хорошая штука. С ним можно заниматься, он работает, это здорово. Ну, на сегодня, наверное, друзья мои, это все. Если остались какие-то вопросы, если что-то не договорил, пишите, буду отвечать. Теперь точно все. Увидимся с вами в следующих видео. До свидания и будьте здоровы!